Всем привет! Приветствую вас на канале Вязальная шкатулка. Сегодня хочу рассказать, как связать крючком вот такого милого бычка. Посмотрите, как он выглядит. Это перед, сбоку, со спины. Вот, еще не пришила ему хвостик, я сейчас это, кстати, заметила. И ножки. Сидит бычок самостоятельно, так как в ножки я вставила проволоку. Высота бычка в готовом виде вместе с рогами 12 сантиметров. Описание бычка я взяла у Люси Разоновой. Бесплатное описание вы можете найти у нее в инстаграм-аккаунте. Под видео я обязательно оставлю на него ссылочку. И с разрешения автора я сняла видео о том, как я связала этого бычка. Еще раз хочу сказать, что описание абсолютно бесплатное. Вы можете сами скачать в инстаграм-аккаунте. Так как описание не мое, я здесь выкладывать не буду полностью файл. Дам только частями. Когда буду вязать отдельные части, я буду вставлять слева фотографию, где пошагово будет написано каждый ряд, сколько петель в каждом ряду можно связать. Давайте поговорим о том, какие материалы нам понадобятся. Основную часть бычка я вязала из пряжи Пехорка Монгольский верблюд. Хочу вам сказать, что пряжа натуральная, выглядит очень естественно и идеально подходит для вязания животных, так как она состоит в основном из шерсти. Сейчас точно скажу, какой у нее состав. 50% верблюжьей шерсти, 50% акрил. Но верблюжья шерсть очень пахнет, знаете, такой деревенской шерстью. Пряжа Монгольский верблюд, цвет 371, натуральный серый. У этой пряжи есть еще несколько цветов, потемнее, посветлее, но мне этот цвет понравился больше всего. Из этой пряжи я еще связала вот такую девочку в костюме бычка с капюшончиком. Возможно, в следующем видео я тоже расскажу и дам схемку, как ее вязать. Вот пока еще не составила полностью описание. Пряжа мне очень понравилась. В общем, я ее очень рекомендую для вязания различных животных, если вы любите натуральные цвета. Помимо этого мне понадобилась пряжа Yarnard Jeans двух цветов, цвет капучино и бежевый цвет. Я думаю, можно использовать и белый цвет абсолютно. Вот, вязала я крючком номер 2. И еще мне также понадобились ножницы, иголки. Для того, чтобы бычок сидел, я использовала проволоку. Автор Люся рекомендует использовать синельную проволоку, такую пушистую. Но у меня ее не было, поэтому я взяла обычную проволоку, пассатижами ее отрезала, и я потом покажу, как я ее обезопасила, чтобы кончики не впивались случайно, не вылезли из ножек. Вот, и поэтому бычок прекрасно сам сидит. Без поддержки, не нужна бычку никакая поддержка, он прекрасно сидит сам. И еще, в отличие от описания, я немножко изменила рога. У меня на 2 ряда рога длиннее, чем у Люси. Мне показалось, это будет более мужественно для бычка, такие длинные рога. Итак, приступим. Бычок состоит из нескольких частей. Отдельно вяжутся ручки, ножки, ушки, рога и мордочка. А потом целиком одной частью вяжется тело бычка и в конце еще хвостик. Хвостик как раз свяжу и привяжу. Да, кстати, еще нам понадобится, естественно, наполнитель и глазки на безопасном креплении. Я их крепила внутри, когда вязала тело бычка с внутренней стороны, я их прикрепила и вышила белочки, вот такие светленькие. Вязание начну с ушей. Для этого беру пряжу Yarnard Jeans, цвет капучино, крючок номер 2 и начинаю вязать. Для ушей нужно связать 2 детали. Делаю скользящую петлю или кольцо амигуруми и начинаю в это кольцо вязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все детали в данном изделии вяжутся по спирали без воздушных петель подъема.
Поэтому дальше это комментировать не буду, просто буду вязать по спирали. Во втором ряду нужно сделать 6 прибавок. В каждый столбик без накида связать 2 столбика. И итого у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Здесь я маркер не делаю, не ставлю, потому что всего 3 ряда, запутаться будет достаточно сложно. Так, в первую петлю 2 столбика, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Второй ряд готов. В третьем ряду нужно связать 18 столбиков без накида. Одна прибавка, 1 столбик, одна прибавка, 1 столбик. Итак, 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот, ушки готовы. Я делаю соединительный столбик в следующую петлю и вязание закрываю. Оставляю кончик нити для сшивания. Достаточно большой нужно оставить кончик, потому что еще нужно будет пополам сшить это ушко. Сначала соединить, согнуть деталь пополам и несколько стежков вот здесь пройти. Когда будем пришивать, согнем деталь пополам и раз первую петлю соединим с последней и вторую с предпоследней. Вот так соединим, получится вот такое ушко. Но это я буду делать, когда буду собирать бычка. Поэтому сейчас я связала первое ухо, оставляю хвостик для пришивания. Этот хвостик я потом тоже спрячу, покажу вам как. Нужно связать еще одну такую деталь, чтобы было 2 уха. После ушей предлагаю связать ручки. Начинаем вязание ручек с точно такой же пряжи. Беру пряжу цвета капучино Yarnard Gents и в кольцо амигуруми вяжу 6 столбиков без накида. Во втором ряду тоже нужно будет связать 6 столбиков без накида, без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый ряд готов. Во втором ряду 6 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков без накида. Кольцо амигуруми максимально затягиваю, чтобы не было здесь никаких, чтобы не было дырочки, чтобы не осталось дырочки. И выворачиваю наизнанку, вернее на лицо выворачиваю, то я вязала на изнаночной стороне. Вот 6, 6 и делаю соединительный столбик в следующую петлю. Вот смотрите, вот так вот, и оставляю не провязанным эту петлю. Сейчас нужно отрезать нить цвета капучино и присоединить основную нить. Монгольский верблюд беру и присоединяю ее, чтобы продолжить вязание дальше пряжей монгольский верблюд. Так,
вот эту соединительную петлю все-таки я провязала до конца. Сейчас наша задача убрать эти в сторону все хвостики. Я спрячу их, а потом внутрь этой руки. По спирали вяжу с 3 по 9 ряд 6 столбиков без накида. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это получается 7 рядов. Нужно провязать по 6 столбиков без накида. Можно вязать по спирали 42 столбика без накида. Без прибавок, без убавок в каждую петлю вяжем 42 столбика без накида пряжи основного цвета. Давайте встретимся с вами, когда будет готово у меня 42 столбика. И пока я буду вязать вот эти хвостики, потом скручу и спрячу внутрь ручки, чтобы они не мешали. Сейчас пока еще достаточно мало места, чтобы их спрятать, поэтому пока они у меня болтаются. Вяжем 42 столбика без накида. Я связала 42 столбика без накида. Вот смотрите, у меня получилось. Первая ручка. Нужно будет связать 2 таких одинаковых. В смысле еще одну, чтобы получилось 2. Теперь нужно соединить столбиками без накида, сложить пополам ручку и соединить, провязав 3 столбика без накида. Обратите внимание, что руки и ноги набивать мы не будем. Соединяем столбик без накида 1. Два. Сейчас второй провяжу. И третий в последний столбик. Один уже, третий. Вот, ручка готова. Нужно закончить вязание. Нитку отрезать, оставив хвостик для пришивания. Хвостик оставляйте тоже такой, примерно какой длины оставляю хвостик, сантиметров 30-20. Может, конечно, и поменьше вам понадобится, но на всякий случай я с запасом делаю. Вот, закрыла вязание, готова первая ручка. Значит, ухо и руку я связала. Давайте теперь перейдем к вязанию ножки. Ножку начинаем опять вязать с пряжи Yarnard Jeans. В первом ряду набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. А во втором ряду нам нужно будет сделать 2 прибавки, чтобы из 6 получилось 8 столбиков без накида. Приступим. Делаем кольцо и в него вяжем 6 столбиков без накида. Ножки будут чуть пошире, чем ручки. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Первый ряд готов. Затягиваем кольцо амигуруми до конца, чтобы не было отверстий. Во втором ряду, значит, вяжу одну прибавку, 2 столбика без накида, и еще одну прибавку, 2 столбика без накида. Всего должно получиться 8 столбиков без накида. Значит, в первую петлю вяжу одну прибавку. Теперь 2 столбика без прибавки. 1, 2, 1 прибавка. 1, 2. Второй ряд готов. В третьем ряду нужно просто связать 8 столбиков без накида. Выворачиваем на лицевую сторону и вяжу 8 столбиков без накида. Сюда в первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбик. Нить отрезаю и присоединяю основную нить монгольский верблюд.
немножко я хочу сказать про пряжу монгольский верблюд, что она, конечно, сложновата в вязании будет, наверное, потому что она очень сильно махриц, у нее есть такой ворс небольшой. Вот, и когда вы вяжете петли, она иногда застревает, нить, так как нить не очень хорошо скручена, то бывает, что вы захватываете одну нитку вместо двух. В общем, для того, кто только начинает вязать, пряжа, наверное, будет сложновато. Я немножко тоже с ней помучилась. Вот. Но очень хороший результат, меня порадовал, поэтому я оставляю ее для того, чтобы вязать дальше игрушки. Соединительной сделаю столбик в соседнюю петлю. И дальше вяжу с 4 по 13 ряд 8 столбиков без накида, просто по спирали, точно так же, как я вязала ручки. Нужно будет связать 10 рядов, получается, по 8 столбиков без накида, просто по спирали вяжу 80 столбиков без накида. 1, 2. Давайте, когда свяжу 80 столбиков, покажу, что у меня получилось. Готов 10 рядов по 8 столбиков без накида. Такая вот получилась сосисочка. Когда я буду собирать бычка, нужно будет тоже провязать вот здесь вот 4 столбика без накида, но только после того, как внутрь будет вставлена проволока. Соответственно, когда буду собирать бычка, я все это покажу подробно, поэтому пока просто закрываю эту, даже пока не буду закрывать петлю, потому что нужно будет провязать 4 столбика без накида, отрежу нитку подлиннее и оставлю, и свяжу вторую такую же ногу. Нужны быть 2 ноги, 2 руки. Рука покороче, нога подлиннее. Вот, следующим, да, ногу тоже не набиваем, внутри будет стоять проволока. Следующая деталь, которая нам понадобится, это будет мордочка. Мордочка вяжется тоже достаточно просто, но уже без кольца амигуруми. Вот эта мордочка, на которой нужно будет вышить ноздри. Мордочка представляет собой овал. Вот беру крючок номер 2, нитку Yarn Jeans бежевого цвета и набираю 6 воздушных петель. Делаю первую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так вот, 6 петель основания. Начиная со второй петли от крючка, первую петлю пропускаю, во второй вяжу одну прибавку. 2 столбика без накида. 1, 2. Дальше 3 столбика без накида по прямой, без прибавок, убавок. 1, 2, 3. И осталась самая первая петля от начала. В нее нужно связать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Обвязываем мордочку, должен получиться у нас овал. Поворачиваем вязание и с обратной стороны этой цепочки из воздушных петель теперь нужно связать 4 столбика без накида по другой стороне цепочки. 1, 2, 3, 3 и 4. Четвертый это как раз в последнюю шестую петлю. Вот получилось начало. Дальше вяжем по спирали. Нам нужно сделать в начале ряда 2 прибавки. В первую петлю делаем первую прибавку, то есть вяжу 2 столбика без накида. Во вторую петлю делаю вторую прибавку, 3 столбика без накида, 1, 2, 3. В следующие 3 столбика нужно связать 3 прибавки, то есть в первый столбик без накида первая прибавка, в следующий столбик вторая прибавка, 1, 2, и в следующий столбик третья прибавка, 1, 2, 3 прибавки связано, 3 столбика без накида, 1, 2, 3, 3 столбика без накида, 1 прибавка.
Всего должно получиться 18 столбиков без накида. Посчитаем. Ну, 18 столбиков без накида. В третьем ряду вяжем 18 столбиков без накида за заднюю полупетлю, для того, чтобы у нас получился такой вот поворот. Вот смотрите, столбик без накида, передняя полупетля, задняя. Я вяжу только за заднюю. 18 столбиков без накида. 1, 2, 3. Остаются передние петли, вот их видно. Они остаются впереди. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Вот так начинает формироваться мордочка. В четвертом ряду опять 18 столбиков без накида. Но здесь уже вяжем за обе полупетли. Здесь нам не нужно взять за одну, какую переднюю или заднюю, за обе. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И соединительный столбик, вязание закрываем. Вот мордочка готова. Такой овальный пятачок получился. Значит, закрываю последнюю петлю и оставляю опять хвостик для пришивания обязательно. Так, хвостик здесь надо такой оставить подлиннее, потому что мордочка большая, в отличие от ручек и от ножек по периметру. Так, вот спрятала. Этот хвостик спрячу внутрь. И прежде чем пришить, нужно вышить обязательно ноздри. Посмотрите, вот такие две точечки. Я вышивала пряжей Yarnard Gems. Вы можете вышить пряжей основного цвета, какая вам больше нравится. Мордочку нужно связать одну. Две мордочки нам не нужно. Итак, последнее осталось нам связать рога, прежде чем мы приступим к вязанию тела. Рога, я сейчас покажу схему. Рога будет вязать немножечко сложновато, потому что здесь нужно будет связать всего 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Рога будут такие узкие, и нам будет немножко сложно их вязать. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Это начало. Затягиваем колечко. Вот они, наши рожки, начинаются. Второй ряд вяжем следующим образом. Сначала делаем одну прибавку и потом вяжем 3 столбика без накида. Итак, смотрите, еще раз покажу картинку, как вязать рога. Первые 4 ряда это описание от автора, от Люси. 5 и 6 ряд я вязала от себя, для того, чтобы рога получились подлиннее. Вы вяжете либо 4 ряда, либо 6 рядов, либо 5 рядов, как вам больше нравится. Значит, вяжу второй ряд. В первый столбик нужно связать прибавку. Один, два и дальше 3 столбика без накида. 1, 2, 3.
начала вязания. В следующем ряду 5 столбиков без накида. Без прибавок вяжем подряд. 1, 2, схватить обе петли, 2, 3, 4, 5. Сейчас попробую, вернее не попробую, а мне придется уже вывернуть рога. Ну, может, кому-то нравится там дальше вязать продолжительные изнанки, а рога выворачивать потом. Вот такой вот конус получился. 5 столбиков без накида связала я. В четвертом ряду делаю одну прибавку, вяжу потом 4 столбика. Итого получится 6 столбиков без накида. В первую петлю делаю прибавку. 1, 2 и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот он, 4-й столбик. Можно ставить такие маленькие рога, либо продолжить вязать со мной. Сейчас я спрячу хвостик, этот вот, который уже изрядно мешается. Скручиваю его и прячу внутрь. Все, спрятался он. Следующий ряд 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-й ряд готов. В 6-м ряду нужно сделать 2 прибавки. Значит, я вяжу 2 столбика без накида. 1, 2 и делаю одну прибавку. Опять 2 столбика без накида. 1, 2 и делаю одну прибавку. 1, 2. Соединительный столбик в следующую петлю. И получился первый рог. Петлю закрываю, оставляю хвостик для пришивания. Хвостик здесь небольшой, рога тоже не набиваем. Вот нужно связать еще один такой же рог. Основные все мелкие детали я связала. Теперь буду вязать тело. Для тела беру пряжу монгольский верблюд. И вот посмотрите, как будем вязать тело. Начинаю вязание тела сверху вниз. Сначала вяжу по овальную часть. Тело вяжется в форме овала. И продолжаем вязать вниз. И в конце вот здесь вот будет вязание, будем закрывать. То есть вяжем сверху вниз бычка. Вяжу тело бычка. Нарисовала вот такую схему несколько начальных рядов до 11 ряда примерно, чтобы понять принцип, как делаются прибавки. Собственно, прибавки нужно делать ровно так же, как и при вязании овала. Вот, если кому удобнее со схемой читать, то на первые ряды есть схема. А дальше буду вязать по описанию. Сейчас ставлю схемку описание от автора, как вязать бычка. Вот. Описание есть только словесное. Набираю 9 воздушных петель
Крючок номер 2. Пряжа монгольский верблюд. Продолжаю вязать все той же самой пряжей. Набираю 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Начиная со второй петли от крючка, вяжу одну прибавку. Дальше 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А в последнюю петлю, или первую от начала, нужно будет связать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Поворачиваю вязание и теперь буду вязать с обратной стороны цепочки из воздушных петель. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Начало положено. Первый ряд готов. Теперь я хочу отметить петлю, которая у меня будет в начале каждого ряда. Маркер пластиковый вешать не буду. Хочу сегодня отметить просто веревочкой. Вот этот будет первый столбик, который дальше буду отмечать, как идет вязание. Потому что здесь немножечко на темной пряже достаточно легко запутаться и потом вязать как-нибудь неправильно. Так, первый ряд связала. Начинаю вязать второй ряд. 18 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Вяжу первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, 9, 10, 11, 12, 13, так, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 столбик. Вот готов второй ряд. 18 столбиков без накида. И сейчас буду вязать третий ряд. Третий ряд вяжется следующим образом. Сначала вяжем 2 прибавки. В первый столбик 2 без накида столбика, во второй 2 столбика без накида, а потом 6 столбиков подряд без прибавок. Значит, первая прибавка 1, 2, и протяну маркер на вот этот вот столбик первый. Первая прибавка готова.
Вторая прибавка. Раз, два. Дальше 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Теперь нужно связать 3 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка и третья прибавка. После этого 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида и 1 прибавка. И вот я пришла к началу ряда. Здесь у меня как раз в этот столбик, вот в этот был, я провязывала второй ряд. Третий ряд готов, должно получиться 24 столбика без накида. Вяжу четвертый ряд. В четвертом ряду вяжу 1 столбик без накида, 1 прибавка и повторяю это 2 раза. Эту комбинацию столбик без накида, прибавка, столбик без накида, прибавка. Вот смотрите, как буду вязать. Столбик без накида и потом идет прибавка. Первый раз столбик без накида, прибавка, второй раз. Дальше 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Комбинация 1 столбик без накида, прибавка. Нужно теперь связать 3 раза. Столбик без накида, прибавка первый раз, столбик без накида, прибавка второй раз, столбик без накида, прибавка третий раз. И опять вяжем по прямой 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков без накида. И в конце 1 прибавка. Должно получиться 30 столбиков без накида. Сейчас я протяну сюда нитку маркировочную, чтобы пометить дальше в какой, где у меня начало ряда. Вот оно будет в этот столбик. Я буду вязать следующую петлю вот сюда. 30 столбиков без накида нужно связать в 5-м ряду без прибавок, убавок. Просто вяжу 30 столбиков без накида и встречусь с вами в конце ряда. 5-й ряд готов. Начинаю вязать 6-й ряд. В 6-м ряду нужно связать сначала комбинацию 2 столбика без накида, 1 прибавка и повторить ее 2 раза. Первую петлю, первый столбик без накида, второй столбик без накида, прибавка, первый столбик без накида, второй столбик без накида, прибавка. Потом нужно связать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. После этого нам нужно связать трижды комбинацию 2 столбика без накида, 1 прибавка. 1, 2 столбика без накида, первая прибавка, 1, 2 столбика без накида, вторая прибавка,
1, 2 столбика без накида, третья прибавка. Дальше нужно связать 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце связать еще одну прибавку. 1, 2. Такая прибавка. В следующем, в седьмом и восьмом ряду нужно будет связать 36 столбиков без накида, не делая прибавок, не убавок, просто по прямой. Маркер я вытаскиваю на эту сторону и вяжу 36 столбиков без накида. В конце восьмого ряда мы с вами встретимся, я покажу, что у меня получилось. Смотрите, я связала восьмой ряд, 36 столбиков без накида, и начинаю вязать 9 ряд. В 9 ряду повторяем 2 раза следующую комбинацию: 3 столбика без накида, 1 прибавка, 3 столбика без накида, 1 прибавка. То есть дважды вяжем эту комбинацию. 3 столбика без накида, 1, 2, 3, 1 прибавка, первый раз, 3, 1 прибавка, первый раз, 1, 2, 3, 1 прибавка, второй раз. Дальше 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков без накида. Теперь нужно трижды повторить комбинацию: 3 столбика без накида, 1 прибавка. 1, 2, 3 столбика без накида, первая прибавка, 1, 2, 3 столбика без накида, вторая прибавка, 1, 2, 3 столбика без накида, третья прибавка, 9 столбиков без накида, потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков без накида и 1 прибавка. Итак, я связала 9 ряд, должно получиться 42 столбика без накида. Можете себя проконтролировать или в следующем ряду просто сосчитать. В 10 и в 11 ряду без прибавок и убавок нужно связать 42 столбика без накида. Я начинаю вязать и просто вяжу 84 столбика по кругу. И когда свяжу 84 столбика, будет готов 11 ряд. Покажу, что у меня получилось. Связала 11 ряд. Вот такая шапочка начинает уже получаться, верхняя часть бычка. Приступаю к вязанию 12 ряда. В 12 ряду нужно связать 4 столбика без накида, 1 прибавка. 1, 2, 3, 4 столбика, 1 прибавка. 1 прибавка. Дальше 20 столбиков без накида. 1, 1 прибавка и 16 столбиков без накида.
Я связала 12 ряд. В 13 ряду нужно связать 44 столбика без накида. 13 ряд я связала, приступаю к вязанию 14 ряда. В 14 ряду нужно связать 5 столбиков без накида, 1 прибавка, потом 21 столбик без накида, 1 прибавка и еще 16 столбиков без накида. Итого 46 столбиков. Начинаем. 5 столбиков без накида. 1 и маркер вытащу на начало ряда. Вот у меня 1. Два. 3. 4. 5. Да, хочу вам сказать, что нитка в процессе вязания достаточно сложная. Очень много с нее волосков, которые летят постоянно в глаза. Вот такие вот волосы. И нитка часто запутывается. 5 столбиков без накида, 1 прибавка. Дальше 21 столбик без накида. 1. 1 прибавка. Связала прибавку, теперь 16 столбиков без накида. Должно получиться 46 столбиков без накида. 14 ряд связали и приступаем к вязанию 15 ряда. В 15 ряду без прибавок и убавок вяжу 46 столбиков без накида. И встречусь с вами в конце 15 ряда. 15 ряд готов, я связала 46 столбиков без накида. В 16 ряду нужно будет связать 6 столбиков без накида, 1 прибавка, 22 столбика без накида, 1 прибавка и еще 16 столбиков без накида. Итого 47 столбиков без накида. Начинаем вязать 6 столбиков без накида. И маркер нужно вытянуть на эту сторону. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков, 1 прибавка. 22 столбика без накида, 1 прибавка.
22, 1 прибавка. И 16 столбиков без накида. До конца ряда свяжу 16 столбиков без накида, а в 17 ряду буду вязать 48 столбиков без накида по прямой без прибавок. И встречусь с вами в конце 17 ряда. Вязала 17 ряд, 48 столбиков без накида. Вот что получается. На этом этапе уже начинает казаться, что бычок какой-то нескончаемый. Вязать его, вязать, еще вязать и вязать. На самом деле уже связана ровно половина. Вот. Сейчас я предлагаю вам вставить глазки бычку. У меня вот такие безопасные глазки. Заказывала я их на AliExpress. Они защелкиваются с обратной стороны. У бычка у моего глаза установлены между 10 и 11 рядом, и между ними 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сюда нужно глаз поместить. Так. Вот. И между глазками 8 столбиков без накида. 1, 2, так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть примерно вот сюда. Так, второй глаз сейчас ставлю. И посмотрим. Смотрите, как можно ориентироваться, чтобы глаза были ровно. Они практически, вот начальная цепочка 9 воздушных петель у нас. И они практически идут вот по этим петлям. То есть цепочка же у нас посередине симметрично. И глаза, в принципе, должны быть уже у нас тоже симметрично располагаться. Так, вот я считаю, смотрю, в одном ряду глаза, в одном ряду. Проверяем еще раз. Вот идет один ряд, в нем глазки. И защелкиваем их, я так понимаю, вот этой вот стороной. Вот такой вот. Опс, один глаз защелкнут. И защелкиваю второй глаз. Раз, два. Вот так глаза уже на месте. И дальше буду вязать 18 ряд. Глазки готовы. В 18 ряду нужно связать 7 столбиков без накида, 1 прибавку, 23 столбика без накида, 1 прибавку и еще 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков, 1 прибавка. 23 столбика без накида. Одна прибавка. И 16 столбиков. Должно получиться у нас 50 столбиков без накида.
19, 20, 21 ряд вяжу по 50 столбиков без накида и встречаюсь с вами, когда у меня будет готов 21 ряд. Я связала 23 и 24 ряд. В 25 ряду тоже начинаем делать убавки. Так, каким образом вяжется 25 ряд? 7 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, одна убавка. Дальше 22 столбика без накида, одна убавка и 15 столбиков без накида. Двадцать два связал столбика, одна убавка, и до конца ряда нужно связать 15 столбиков без накида. После того, как связано 15 столбиков без накида, в 26 ряду нужно связать 46 столбиков без накида, без прибавок и убавок. Встречусь с вами в конце 26 ряда. Я связала 26 ряд и осталось совсем немного до конца вязания, потому что всего должно быть связано 33 ряда. В 27 ряду вяжем следующую комбинацию: 2 столбика без накида и повторяем 3 раза, 1 убавка, 3 столбика без накида. Дальше 8 столбиков без накида, 1 убавка, 3 столбика без накида, повторяем 3 раза и 6 столбиков без накида. Должно получиться 40 столбиков. Начинаю вязать 27 ряд. 2 столбика без накида, 1, 2, 1 убавка, первая убавка, 3 столбика без накида, вторая убавка, 3 столбика без накида, третья убавка и 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 8 столбиков по прямой. 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Дальше 1 убавка, 3 столбика, повторяем 3 раза. Первая убавка, 1, 2, 3, вторая убавка, 1, 2, 3, третья убавка, 1, 2, 3 и 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итого, посчитайте, должно быть 40 столбиков без накида в этом ряду. В 28 и 29 ряду вяжем по 40 столбиков без накида, без прибавок и убавок. И встречусь с вами в конце 29 ряда. Я связала 28 и 29 ряд по 40 столбиков без накида. Такое получается уже формируется бычок. 30 ряд вяжется следующим образом: 3 столбика без накида, 1 убавка, повторяем 8 раз. Должно получиться всего 32 столбика без накида.
Начинаем. 1, 1, 2, 3. Убавка первый раз. 1, 2, 3. Убавка второй раз. 1, 2, 3. Убавка третий раз. 1, 2, 3. Убавка четвертый раз. 1, 2, 3. Убавка пятый раз. 1, 1, 2, 3. Убавка шестой раз. 1, 2, 3. Убавка седьмой раз. 1, 2, 3. Убавка восьмой раз. Готов 30 ряд. В 31 ряду 8 раз вяжу 2 столбика без накида, 1 убавка. 1, 2, первая убавка. 1, 2, вторая убавка. 1, 2, третья убавка. 1, 2, четвертая убавка. 1, 2, пятая убавка. 1, 2, шестая убавка. 1, 2, седьмая убавка. 1, 2, восьмая убавка. 31 ряд, 24 столбика без накида должно быть. Этот ряд готов. 32 ряд, 1 столбик без накида, 1 убавка. Нужно повторить 8 раз. Так, столбик без накида, первая убавка, столбик без накида, вторая убавка, столбик без накида, третья убавка, столбик без накида, четвертая убавка, столбик без накида, пятая убавка, столбик без накида, шестая убавка, столбик без накида, столбик без накида, седьмая убавка, столбик без накида, восьмая убавка. 32 ряд. Сейчас нам нужно плотно набить тело. И пока буду набивать, ставлю маркер в воздушную петлю, чтобы вязание не распустилось. Вот, посмотрите, практически бычок уже готов. Сейчас мы его набьем и свяжем последний ряд. Что насчет набивания? Набивать нужно достаточно плотно, но сделать так, чтобы бычок не был круглым. Не растягивать его во все стороны при набивке, а сделать его немножко плоско-овальным.
Вот. На фото вы видели, что он не круглый, а форма у него овальная должна быть, как плоский камешек. Почти закончила набивать. Нашла палочку, которая используется для маникюра. Можно набить еще любую ручку, взять, что у вас есть какой-нибудь тонкий предмет. Вот такой овальный. Нужно связать последний ряд. Сделать в этом ряду 8 убавок, чтобы получилось 8 столбиков. Поехали. Наполнитель отодвигаем, чтобы он не попадал под петли. Одна убавка. Вторая. Так, подтяну сейчас еще раз петлю. Вторая убавка. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И пока еще не закончилось вязание, последнюю убавку надо сделать. Может быть, вам потребуется еще немножко добавить наполнителя. Вот сейчас как раз самое время это сделать, потому что потом будет совсем маленькая дырочка. Вот. Я бы еще чуть-чуть добавила наполнителя. Люблю, когда игрушка набита плотно. Приминаю, чтобы был овальчик. Последняя 8-я убавка. Петлю затягиваю, которая на крючке, чтобы она не была очень длинной. 8-я. Собственно, тело закончено. Мы закрываем последнюю петлю, вставляем длинный хвостик. Какой длины? Ну вот примерно сантиметров 30. Затягиваю вязание, закрываю. И теперь нужно вставить эту нитку в толстую иголку и затянуть оставшиеся петли. Сейчас я это сделаю. Нитка у меня достаточно толстая. Я беру тоненькую обычную нитку, вот так ее натягиваю, и сейчас буду протягивать через ушко толстой иголки, потому что саму нитку протянуть очень сложно. Вот такой способ я нашла где-то, не помню. Мне он очень понравился. Вот, хвостик сделаю покороче. Начинаю стягивать. Прихватываю, стараюсь прихватывать. Вот смотрите, вот в эти дырочки. Раз дырочка, два дырочка. В нее протягиваю нитку. То есть туда, где мы бы вязали столбики без накида, туда просто протягиваем сейчас иголку. Так все столбики проходим и прячем внутрь синтепон, чтобы он не торчал, и закрываем дырочку. Ну, возможно, у вас есть какой-то свой способ, как вы любите заканчивать вязание. Вот. Я хочу сделать вот таким образом. Еще раз пройдусь, вот, закреплю. И теперь нужно будет эту нитку спрятать внутри тела бычка, для того, чтобы она прочно была закреплена и никуда не выскочила. Можно даже сделать узелочек, если
для надежности завязать узел и спрятать вот такими стежками абсолютно в любое место, потому что видно все равно не будет. Несколько раз проткну сейчас иголку через наполнитель и выровню. Потом нужно будет натянуть нитку и отрезать. Кончик спрячется, будет абсолютно незаметен. Вот он, бычок готов. И сейчас нужно приступить к его сборке. То есть пришить ножки, ручки, рога и уши. И я сейчас покажу, как я это сделаю.